Всем привет! Как же я сейчас рад, что она высокая. Но это, походу, последний раз, когда я ее поднимаю так легко. Тюнинг начинается. А вот сейчас наступил самый волнительный момент, когда купил машину, пригнал ее в сервис, ее подняли на подъемник и начинают рассказывать тебе, что в ней не так. То сломано, то скоро сломается и так далее и тому подобное. И начинаешь понимать, что за кусок ты купил. Сейчас посмотрим, что купили мы за 400 тысяч рублей. Так, ну первое, что бросается сразу в глаза, это довольно приличное состояние кузова, точнее его днище. Оно, видимо, было вовремя и довольно добротно заантикорено, и в целом очень-очень хорошее. Есть какие-то нюансы, но это уже просто, если только придираться, от этих мест от установки подъемников или домкратов. Ну, в общем, сказать надо, что кузов-то живенький. И очень даже живенький. Либо, конечно, вся ржавчина под антикором. Есть вон какие-то очаги совсем минимальные. Но в целом мне пока все нравится. Да, состояние днища, можно сказать, идеальное для машины 20-летней. Да, ровно 20 лет, 99-й год, сейчас 19-й. Для 20-летней машины это просто идеальное состояние. Состояние мотора, коробки передач, подвески меня вообще сейчас не интересует, потому что все это я сейчас начну снимать, и оно, наверное, будет успешно продано. На самом деле, в этом сезоне мы сделаем хитрую фишку. На чей канал в интернете не зайдешь, из популярных, я имею в виду, канал, все что-то покупают или продают, или дарят. Но, по крайней мере, в каждом ролике, ну, почти в каждом ролике указана какая-то цена. Мы купили эту машину за 1 000 000, продали за 2, эту мы разбили за 3, эту кто-то там подарил за 4. В общем, одни деньги, деньги, деньги. Я решил не отставать от этого тренда. И в этом сезоне я буду указывать все траты на этот проект, все прибыли, которые возможно получить в процессе постройки этого проекта. То есть что-то мы продадим, что-то мы купим. Все будет записано, посчитано и опубликовано. То есть все нюансы будут рассказаны. Те работы, которые буду проводить здесь я лично сам, они тоже будут посчитаны, но они будут в таком сером режиме, то есть это будут затраты, как будто бы мы их потратили где-то на стороне. Но вы всегда увидите, какое количество денег надо израсходовать на проект с самой начальной фазы его постройки до самой конечной фазы его постройки. Я надеюсь, что я не пропущу ни малейшего нюанса и укажу все, от маленького болтика, какой-то специфической отверточки, гаечного ключика, скотча, то есть все нюансы, заканчивая двигателем, комплектом свапа на полный привод, там, все, и я попытаюсь указать. И первое, что сейчас прибавится, точнее убавится в нашей калькуляции, это сама машина. Мы купили проект этот за 400 тысяч рублей, и это первый счетчик, который побежит сейчас в нашей калькуляции затрат. В конечном итоге мы, конечно же, либо разыграем, либо подарим, либо продадим этот проект. А сейчас начнется рутина, начнется работа, пойдут свапы. И первое, сейчас я начну снимать двигатель с коробкой передач. Я надеюсь, что нам удастся их продать и получить определенную прибыль. Хотя с учетом затрат
по крайней мере, компенсировать определенные затраты. Так что понеслась. Так, ну что, начинаются первые нюансы. Если сбоку бампер закреплен на кучу саморезов, ну так десятка-два, наверное, то сверху он вообще ни на чем не надержится, и даже креплений под это нету. Вот это место, из этого приклеена классная резиночка такая, но вот здесь бампер вообще ни на чем не держится. Вот он просто здесь лежит. Как обычно, нюансы. Его ж потом ставить придется как-то. Мудрить, гадать. Бампер, кстати, на удивление легкий. Хоть и стеклопластиковый. Куда его девать-то, блин? О, какое интересное решение для того, чтобы бампер стоял ровно. Такой усилитель. Кстати, на 4-м поколении примерно такой же уже идет с завода. Ну, по смыслу такой же. Не по реализации, а по смыслу такой же. То есть бампер висит на каркасе. Прикольно придумали. Немножко реализовали, не очень красиво. Вот, с какими-то нюансами, но в целом придумали классно. Жалко, что переделывать придется. Ну, достать мотор из машины и подготовить кузов для свапа, то есть разобрать машину для свапа, это две большие разницы. Мне надо вытащить все узлы и агрегаты, очистить кузов полностью, чтобы впоследствии я смог разметить новый мотор, место для установки новой трансмиссии, новой подвески. Так, ну я, в общем, достал основные крупные детали, типа аккумулятора, воздушного фильтра, вентиляторов. И теперь первая засада, с которой я столкнулся, это то, что крылья соединены с порогами. И я не могу снять крылья, потому что они вот здесь срощены с порогом намертво.
И это дальше идет цельный порог. Соответственно, он дальше еще срощен задним крылом. Это, в общем, одна деталь. То есть снять целиком крылья я отсюда теперь не могу. А у меня под крылом находится часть крепежа и проводка. Поэтому придется сейчас пробовать откручивать его, немножечко отводить в сторону и попытаться пролезть туда. Также следующая засада, которую я уже показывал, но которую не сразу понял, что она будет, это приваренные болты, точнее приваренный вот этот непонятный крепеж к болтам усилителя бампера. Ну, соответственно, там он дальше тоже непонятно к чему приварен. Но это ладно. Вот здесь не могу снять усилитель из этих приваренных болтов. Мне интересно, ремонт хоть какой-нибудь машины когда-нибудь проходит без болгарки? Этой, походу, нет. Ну и привода надо тоже снять. Благо, что это все можно сделать, не разбирая целиком подвеску, а открутив нижнюю крепление амортизатора, стойку стабилизатора переднюю и верхнюю шаровую. И привод целиком освободится. Ну что же, последние штрихи перед снятием мотора с коробкой. Я вроде вытащил уже весь хлам, который мешал достать мотор. Вон куча хлама вот здесь валяется. Куча хлама там валяется. Ну, в общем, мотор освобожден. Из своих оков осталось открутить опоры двигателя. И я попробую его снять. Так что скоро-скоро машина будет полностью готова к новому мотору. Еще немножко, еще чуть-чуть.
Последний бой он трудится. Та-дам! Я сделал это, я сделал это. Какой я молодец. Ну что же, мотор я достал. В принципе, конечно, 420 мотор снимается чуть сложнее, чем 63-й. 63-й выскакивает намного проще из Eclipse, чем 420. Его приходится сюда двигать. Но в целом мотор с коробкой снимается в сборе без каких-то особых проблем. Все, что касается электрики, системы охлаждения и тому подобное, остается на кузове, а мотор полностью отцепляется. В этом, кстати, есть бонус у 420 мотора тем, что он отцепляется со всей электрикой. То есть электрика от него отцепляется без снятия каждого разъема. Хотя все равно много разъемов приходится снимать. Ну, в общем-то, самый огромный кусок работы подготовительный я сделал. Сейчас я попытаюсь все это немножечко убрать по местам. Ну и надо все-таки ждать донора, а пока разложить те запчасти, которые у меня есть, дабы понять, что из них можно продать. Списочек будет чуть-чуть позднее. Что-то не знаю, когда разбирал все, казалось, что столько хлама, который можно будет продать, а по факту ни хрена и нету. Ну, конечно, есть мотор с коробкой. 420 мотор с коробкой автомат. Вполне приличный. Вот, наверное, его можно продать. Кстати, кому нужен мотор, обращайтесь, есть мотор. Также есть выхлоп. Нахрен никому не нужен кусок говна. Мозги, впуск оригинальный, вентиляторы, привода, какие-то бачки, радиаторы, что-то от ГУРа. Но это, правда, еще, скорее всего, понадобится. Ну, в любом случае, пишите, мало ли кому что надо. Будем распродавать все. Ну, а кузов сейчас буду разбирать, вытаскивать всю электрику. Ну и, в общем-то, потом уже, наверное, дождусь донора, чтобы посмотреть, что еще надо готовить, придется ли что-то варить или нет. А донор будет уже очень скоро, так что ждем. Ну, а кузов, кстати, можно пока вытаскивать на улицу, он мне сейчас не нужен. Буду заниматься какими-то другими проектами, кстати, очень интересными. Салон мне тоже надо весь очистить, потому что часть моторной косы находится под торпедой, также находятся мозги управления автоматом, и мне предстоит менять всю электрику в этой машине. Ну вот прошло несколько рабочих дней, теперь вся машина разобрана, и можно передвинуть на счетчик расходов на еще одну сумму. Это 20 тысяч рублей, это работы по разбору кузова и подготовке к свапу мотора и трансмиссии к свапу. На самом деле кузову второго поколения уже 25 лет,
и все его болезни давно известны. Но я вам расскажу те, что у меня на слуху, о которых я помню, основные моменты, на которые я обращаю внимание. Если вы знаете что-то еще, дополните мой список для объективности, он будет очень полезен начинающим ДСМерам. Друзья, теперь, когда вся машина разобрана, можно реально оценить состояние кузова. Вряд ли при покупке машины кому-то удастся снять мотор, поднять обшивку салона, снять подрамники. Нет, конечно же. Любая покупка, она делается по внешнему состоянию. И я вам попытаюсь рассказать те моменты, которые мне вот известны, на которые я обращаю внимание, в первую очередь, при покупке нового Г2. Хотя это делается, конечно, не часто. Первое, на что я обращаю внимание, когда вижу кузов Г2, это на чашки. Если будут живые чашки передние, то значит будет живой кузов. Передние чашки сгнивают почти у всех. Сгнивает вот этот шов, где стык металлов между собой. Шов стыка с моторным щитом, он вечно находится в влажном состоянии, туда затекает вся влага. С внутренней стороны, со стороны под подкрылком, где идет стык металлов, это, правда, очень трудно увидеть на машине внешне, но вот если есть возможность, обратить внимание на это надо. Итак, первое – это чашка. Затем, конечно же, важно состояние съемных элементов, но их все можно купить. То есть крыло, капот, передний бампер, задний бампер, двери, это все снимается, это все можно купить на разборках. А вот такие вещи, как телевизор, крепление замка капота, вот оно гниет, опоры радиатора, вот все эти вещи должны быть максимально по возможности целые. Под жабо находится крепление механизма управления дворниками, и вот под ним тоже в углу сгнивает металл и течь в салон. Двери съемные, двери можно купить всегда бэушные, а вот петли, опять их трудно увидеть при установленном крыле, но вот частенько, что я видел, что эти петли не просто подварены и приварены, они бывают приклеены. Вот в нашем случае все, конечно, супер идеально, на удивление. Заднее крыло, а это цельный кусок кузова, вклеенный сюда задний треугольник, он может показать, не срезалось ли что-нибудь от крыши. Чашки задние, вот эти резинки, под ними вечно гниль. Но в данном случае опять-таки все идеально. Сразу под крылом самое узкое место – это стык брызговика и крыла, заднего крыла и порога. Вот в этом месте всегда гниль. Опять-таки здесь из-за забеса не видно, но в оригинальном исполнении здесь должно быть все видно. Там скапливается грязь, скапливается влага, и все это гниет. Задний бампер. Под задним бампером обычно ничего страшного не бывает, разве что может быть удар в жопу, который обычно видно из салона. В данном случае, опять-таки, нам все повезло, все целенькое и ровненькое. Но тут уже у меня есть подготовка к будущему свапу, детальки, но о них я расскажу отдельно. А вот ниша, где находится запаска, это вообще влагосборник. Вот в данном случае, вот сейчас видно тоже, там какая-то вода. Эта вода стоит, влага, она деформирует корпус, кузов забивается между швами, и там кузов гниет. Серьезное место, на которое надо обратить внимание. Дальше, по салону. Задняя часть, где находится с внешней стороны бак, а с внутренней стороны заднее сиденье. Это вообще место всегда идеальное. Редко когда-то с ним что-то случается. Здесь она тоже вообще идеально новая. Единственное, что я бы обратил внимание на вот эти шумовиброизоляционные листы. Если они откалываются пластами, значит, их надо удалить, значит, под ними может быть влага, и скоро будет или есть уже ржавчина. Пол. Тоже большая беда Г2. Опять-таки та же влага скапливается под полом.
и во всех этих стыках начинает ржаветь, начинает гнить. В данном случае, опять-таки, у нас пол идеальный. Редкость большая для Г2. Чтобы такое состояние кузова встретить, это надо постараться. Но это бывает. Вот в данном случае мы такое видим. Что касается потолка, стоек, это все обычно хорошо. Никаких проблем с этим не бывает, за исключением того, что если люк не родной, если люк ставят какой-то неоригинальный, то бывают проблемы с тем, что течет крыша. Про обвес я уже упоминал. В данном случае обвес не оригинальный и установлен не совсем корректно, потому что детали состыкованы намертво, и порог, например, не снимается от заднего крыла, не снимается от переднего крыла. Соответственно, разобрать машину нереально, и какое там состояние металла мы тоже не узнаем. Максимум, что можно сделать с этим, это, конечно же, обработать все места химией, опять-таки, при возможности туда доступа. В какие-то места получится подобраться, в какие-то места не получится подобраться. Ну, в общем, будем стараться туда подобраться. Но вот сам факт, если вот такой обвес установлен, это, конечно, беда. Даже вот на таком идеальном кузове могут быть проблемы в этих местах, потому что неизвестно, как обработали их перед установкой обвеса. Внутри салона еще важный участок – это моторный щит. Там установлена такая термовибро-шумозащита, в нее также попадает влага со временем и уже никогда оттуда не испаряется. Соответственно, постоянный источник бактериальной заразы и ржавчины. Но если все сменные элементы кузова, элементы подвески, двигатель, все это можно отремонтировать, заменить, купить новое или бэушное, то сам кузов, конечно же, сделать новым уже не получится. Поэтому самое лучшее, когда кузов находится в максимально идеальном состоянии. Наш кузов в данном случае находится именно в таком. Это состояние близкое к идеальному. Конечно же, будут потом нюансы, когда мы снимем подрамник, и возможно, что в каких-то полостях будут дефекты, но вот внешнее состояние таких привычных мест, проблемных мест в этом кузове идеальное. А тем временем донор приехал, мотор есть и, говорят, даже заводится. Но что это за донор, я вам расскажу чуть позже. Так что подписывайтесь на мой канал, следите за развитием проекта. А на сегодня это все. Всем удачи, всем пока.